Всем привет! Наступает самая красивая пора в нашем огороде – это осень, когда листья наших кустарников и деревьев приобретают очень красивый окрас. Сегодня мы поговорим о том, как правильно обрезать и формировать куст крыжовника. Ведь крыжовник – одно из древнейших культур наших огородов. Благодаря своим вкусовым качествам крыжовник остается любимой ягодой многих садоводов. Для того, чтобы иметь большой урожай крупных и здоровых ягод, за крыжовником нужен правильный уход. Не только защищать от болезней и вредителей, подкармливать, но и грамотно обрезать. К сожалению, у меня нет второго оператора, чтобы я вам все показывал крупным планом, какие именно ветки я обрезаю. Но я вам постараюсь все сейчас подробно об этом рассказать. У меня кусты крыжовника молодые еще, им всего лишь 2 года. У меня даже они еще не плодоносили, но успели обильно зарасти. Дело в том, что загущенные кусты могут поражаться, к примеру, такими заболеваниями, как мучнистая роса, антракноз, секториоз листьев. Это все из-за того, что недостаточно вентиляции, кусты не проветриваются. Из-за этого создается благоприятные условия для развития этих болезней. Еще один немаловажный момент. Из-за того, что на кусту много веток, много завязей, растение, естественно, не может их все выкормить до нужного размера. Обрезка кустов крыжовника нормирует количество урожая, но это идет только на пользу тем ягодам, которые у нас остались на кусту. На обрезанных кустах крыжовника легче убирать урожай. Они не так будут колоться. Обрезать крыжовник осенью можно уже когда листва на кусту желтеет и осыпается. В этот момент куст крыжовника уже остановил свой рост и готов к зиме. Почему обрезать крыжовник лучше осенью? Дело в том, что крыжовник весной довольно рано начинает вегетацию, поэтому к обрезке лучше приступать осенью или прям ранней весной. Как правильно нужно обрезать крыжовник, мы должны обрезать все сухие и больные ветки. Также мы должны удалить все старые и поломанные ветки, которые уже исчерпали свой потенциал. Все равно они уже не дадут большой урожай. Обрезаем также слабые недоразвитые ветки. На кусту лучше оставить 5-7 молодых веток. Конечно, это зависит от размера куста. Закончил я обрезку и формировку своего куста крыжовника. Как видите, у меня теперь все видно до самого корня. Теперь куст у меня проветриваемый, и здесь будет достаточно солнца летом. Вот, как видите, я такую вот огромную кучу обрезал веток крыжовника. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.